Господа, добро пожаловать на очередную серию дешевок, и мы их, как обычно, перед покупкой ищем. Ищем разные варианты, находится то, что уже в основном было, то, чего еще не было, но уже битое. И для прикола мы, естественно, испытываем новую фишку Авто.ру. Это история автомобиля. Вы можете узнать, что это такое, найдя объявление с историей, которая отмечена специальным значком. Дальше нажимаете кнопочку «Посмотреть». Оплачиваете эту самую историю, и вам открывается доступ к тому, как автомобиль вел себя на Авто.ру. То есть, если когда-то по этому автомобилю раньше были какие-то объявления, история помнит то, какие в них были указаны данные, какой был указан пробег, и самое главное, какие были даже фотографии. Например, вот наша Вольвочка. Сначала продавалась с пробегом в 340 тысяч километров, потом стало 190 тысяч, а потом 300 тысяч. Если вы хотите также выбрать автомобиль себе, но заранее знать историю, как он продавался и покупался, не скручен ли пробег, или, может быть, на старых фотографиях машина обнаружится битая, используйте историю на Авто.ру. Все ссылочки на этот сайт я оставлю в описании под этим видео. Наш же сегодняшний образец 92 года, 124-й Mercedes с заявленным пробегом 300 тысяч километров, двигателем 2,3 литра, естественно, задним приводом, а это значит, что нас ожидает особенности национального дрифта. Вторая часть. Погнали! Так. Вот от хозяина, тёлка какая-то покупала, короче. Ага, так, 3-й ДКП, 4-й ДКП. Нет, это они пустые, чтоб ты себе... А, на всякий случай. Давай мы у тебя его за полтинник заберем, и все. И поехали, прямо сейчас. И мы тебя с деньгами отпускаем прям вот туда, в рассвет. Ну, кайф же. Итак, мы, как обычно, взяли уже сразу подготовленный корч. Значит, первая стадия подготовки – это четки, в которой через костяшку или на каждой иконка. Это двойная защита. Сразу и от всех, короче. А то сейчас наговорю здесь, знаете, как это все опасно. А у нас защита от всего. Поэтому мне больше ничего бояться в этой жизни не стоит. И едем наваливать. У нас 2.3 мотор, который здесь стоит не по документам, потому что в ПТСе у нас 118 сил. А 118 сил это был 2-литровый. И что-то... Короче, реально корч. То есть холостых нет, поэтому сразу распидал это все до 3 и прямо уверенно. Блин, как он богатит сзади. Вообще капец. Такое ощущение, что у нас заварен диф, слушай, нет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И у нас работающий АБС. А это уже, ребятушки, серьезно. Даже не знаю, что сказать про этот автомобиль. Он настолько идеален, что ему мешает только свободный дифференциал. Но мы движемся, чтобы это исправить. 124-й Mercedes. Про него рассказывать что-то новое, наверное, бессмысленно, исключая то, что он нам попался, ну, в неплохом, можно сказать, даже, наверное, состоянии. Он сам завелся после недели простоя в минус 20. У него огромный люк, который работает там, но замерз, но пытается, потому что слышно, что пытается. У него даже чуть-чуть греет печка, у него есть маффан вот такой вот. Вот, смотри, как тебе? По-моему, это качественный звук. Причем даже от того, что вы сейчас видите, фактически задействована только вот эта часть. То есть мы имеем 1/8 маффана, но при этом в него можно втыкать USB. Осталось только прикрутить Wi-Fi, и все будет шикарно. Печка греет в ноги, это самое главное. Вы знаете, как в таких машинах ценишь совершенно простые вещи. Когда ты покупаешь машину за 1 000 000 рублей, тебе нужно, чтобы в ней был бесключевой доступ, чтобы в ней был такой-то монитор, там проекция, адаптивный круиз. Ты покупаешь тачку за полтос, и ты такой, греет в ноги. Вот это охренеть, вот это тачка, вот это повод для гордости, понимаете? Простые ценности, здесь нормальные люди в этих машинах ездят, они всякие зажравшиеся ублюдки там. Ну-ка, давай все-таки напи... Блин, ну как тебе это было, а? Я прямо дрифт-мастер, твою мать, а?
Да, на этой тачке все время нужно с перегазовками идти. Там нужно было сюда налево, мы все провафлили. Ладно, едем, уверенно. У нас же Mercedes, осторожно, Hyundai. Тут люди едут, вопросы какие решать. Короче, надо посмотреть, что она богатит. Надо заварить дифференциал. И все, и корч готов. Едем в автобокс. Любви достойна только мать и аккумулятор 55. Для начала посмотреть, что под крышкой, потому что ему, короче, очень богатая смесь. То есть машине не хватает кислорода. Значит, что, надо дунуть. Но это долго и дорого, поэтому дуть не будем, а дадим кислороду доступ. Соответственно, надо посмотреть, что с фильтром, и туда просто захерачить карб-клинера. Это, вот это самая дичь. Это, короче, механический моновпрыск, это типа Каежи-троник. Это такая херь. Это просто херь. Это исчадие ада, которое придумали где-то в конце 80-х, начале 90-х. Этот Каежи-троник очень любила его ВАГ-группа. И, к сожалению, иногда Мерседесы. Это конченая абсолютно система, которая, по сути, механический впрыск. То есть все завязано на пружинки, на их, на то, насколько свободный ход имеет все сочленения. Естественно, со временем это приходит в негодность, это практически не ремонтируется, это стоит диких денег, машина никуда не едет. А что, собственно, мы сегодня и наблюдаем. Но где-то там внутри всего вот этой механики происходит злоебучее смесеобразование, которое потом по этим магистралям идет до форсунок, которые, по сути, врезаны в бошку. И капец. И капец, хер мы когда это починим. Вообще ненавижу это говно. Прямо его вот просто... Хорошая система пока работает, но если что-то с ней сломалось, все, это край этой виллы. Прямо. Конечно, вот эта мембрана, вот эта гребаная, вот это вот. Вот у меня одной вид этой мембраны уже в любой машине вызывает просто судорогу. Нет, нет. Нет, короче. Все это очень-очень плохо. Клапан-то прямо реально поправлял. Ну-ка, погоди. А теперь еще раз. Она работает лучше. Она вообще лучше работает. Но нет, ну а что делать? Она вообще, да? Владян, ну скажи, 4 котла, прям смотри. Короче, надо просто закрутить хомут, повесить холостой, где он там должен был, откуда, куда приходить, и все, поедет. Мне кажется, вся проблема была из-за того, что реально холостой ход... Потому что вот, мы, получается правильно, когда мы ограничили доступ воздуха через клапан холостого хода, а на оборотах-то этот клапан не должен быть, соответственно, он подсасывал на оборотах, и вот это вся вот страшная история, и мы не... Это, а это некрасиво, да. Вот как приятно, когда человек доступно излагает, да, мысль? Сюда едет, все, и обороты восстанавливаются. Ну что непонятного, пацаны, работаем. Слушай, нет, она живенькая на самом деле, ничего здесь какого-то страха. Мы уже видали, знаешь, и похлеще. Тут прям вообще все, ноги пассажиров на месте, центральный туннель на месте, пороги под пластиковыми накладками, а значит с ними все в порядке, да, ведь снимать накладки мы не будем. Да и все. Ну, традиционно лонжероны здесь вот усиление, потому что у Мерседеса лонжероны идут по салону. То есть у вас днище плоское, а лонж выпирает внутрь салона в район ног. Да, пол прогнил, но та П-образная конструкция, ну, но она тоже прогнила. Вот, поэтому с ней все в порядке. А по правой стороне вообще все замечательно. Спереди сет-махта, трансмиссион, катасол и жидкость гидроусилителя. А значит, никаких проблем у нас не наблюдается, потому что машина не горит. Значит, можно ехать. Все, варим диф. И на подиум.
bike. And I had that bike, yeah. Cause I waxed the ride, hell nah, I ain't losing my life. I ain't losing my life, nah. We was young and wild, going up, send the club up higher. Send the club up higher, yeah. Snuck a bottle in, almost got my pops fired. Yeah, great times in this shit. 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 Я думаю, ты сейчас что-то соберешь. Не-не-не, вообще очень чувствуешь? четко, уверенно, да. Единственное, что теперь я понимаю, что эти звуки сзади это сходящий мост. Да, от этого немного страшновато, потому что когда мы этого не знали, было проще. Но теперь мы это знаем. Ну а что поделать? Да, мост ходит. Такое ощущение, что даже, слушай, он как-то, по-моему, уже раком стал. Шмя. А, это, наверное, забавно. Ладно, поехали тестить. Что ж, господа, получается так, что у нас теперь есть новый мощный двигатель, который мы только что починили подручными средствами. У нас заваренный дифференциал, задний подрамник, если честно, держится только на задних двух болтах, а на передних нет, он болтается, но это нам не помешает сегодня. И мы оказались на кросс-ралли в Парголово. Это место, где можно законно, при желании сильно подубасить, а если вы совсем... Нет, вообще не получится на Сосну, никак, потому что такие отбойники на Сосну не получится, даже если с сотки будете пытаться на нее лететь, все равно вас отпихнет. Таким образом, мы сегодня гарантированно выживем. Как-то я запнулся странно именно на этой фразе. И покажем вам наконец-то, как дрифтить. То есть, по традиции, выезжаем, делаем 10 из 10 и видос готов. Я же говорю, этот поворот он вообще нормальный, прям абсолютно. На нем хорошо. В общем, замечательность машины является в том, когда тебе нужно поддать газу, мотор вдруг решил, что пару цилиндров уходит, и себя внезапно прямо распрямляет в этот момент, и, соответственно, у тебя, шансов нет. Ты понимаешь, что можно газом довернуть, и она бы зашла, но нет газа. Это особенности корчестроения за 50. Ну что, похоже, что подиум РДС в опасности, потому что не выдержала эластичная муфта между карданом и задним редуктором. Получается, у нас есть единственный план. Машинку сейчас придется оттащить, оставить здесь, потом приезжаем с муфтой, меняем муфту и пытаемся навалить. Но для начала нам нужен экскаватор, чтобы просто убрать машину с трассы. Погнали! А можно мне попробовать? Конечно. Так. Ну я просто посидеть, я ничего даже не буду нажимать. Я чисто так. Только аккуратненько, без фанатизма, ничего не трогай. Ничего не буду трогать. Я только посмотреть. Так. Это спецтехника, она не представляет.
О, божечки. Эту штуку надо вот так поднять, я слышал, да? Я видел это на канале Discovery. Так, а что это тут у нас? Ага, мама, оно крутится. Мама, он крутится сам. Мама, что делать? Мама, мой Мерседес крутится. Мама, я не знаю, что делать. Моя машина! Нет! Нет! Мерседес, остановись! Мерседес, остановись! Пожалуйста! Нет, 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 стой, 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 Мерседесик! Нет! Мерседес, остановись! Мерседес, остановись! Пожалуйста! I believe I can fly. I believe I can touch the sky. На землю нам поможет экскаватор. Он совсем не устает, роет, песенку поет. Экскаватор. О, боже! Боже мой! Оу! Вы знаете, я, похоже, запутался в рычагах. Я просто нажимал все, чтобы он остановился. Мне кажется, разбилась фара. Чуть-чуть, да? Что? Ой, это колесо запасное, которое было в багажнике. Меня здесь не было. Это все адекватные трактористы. Посмотри, какой я мощный, я во всех делах помощник. Никогда не устаю, эту песенку пою. Трудно землю рыть лопатой, нам поможет экскаватор. Он совсем не устает, роет, песенку поет. Экскаватор. А несмотря ни на что, на самом деле, Мерседес мне понравился из дешевок больше всего. Вот не даст Владян соврать, вернее, я ему все уши прожужжал, что Мерседесик просто кайф, он офигенен. Он, мне кажется, очень хорош для начинающего дрифтера за счет своего сумасшедшего выворота, за счет довольно-таки длинной базы. Мы его заварили, он офигенно шел боком, пока мог себе это позволить. Спасти его все равно было невозможно, потому что задняя балка с болтами вырывалась из днища, потому что были прогнившие лонжероны, потому что был сломанный каежетроник, который почти не восстановить. То есть от этой машины фактически ничего не оставалось. Странная история с 5 ДКП, которые выписывались с одного человека на другого, и никто не ставил эту машину на учет почему-то. Соответственно, ее участь в любом случае, самый лучший вариант это именно вот такой. А продавать ее еще кому-то дальше и делать так, чтобы на ней кто-то куда-то ездил, просто небезопасно, она неуправляема. Но тем не менее, если найти живой 124-й Мерседес на бодром моторе, я уверен, он будет офигенен. И несмотря на то, что вот все-таки Фордик, может быть, дрифтил чуть получше, у него было пободрее состояние, но 124-й меня поразил. Это офигенная, прикольная, удобная, рулящаяся, самая главная машина. Если вспомнить все дешевки, наверное, столько удовольствия нам еще не доставляла ни одна тачка. Это правда. Так что спасибо тебе, братан, что ты такой был классный. Алло, ты нас, наверное, не слышишь, но где-то там оригинальные детали со свастикой еще стонут и говорят, что да, пожалуйста. И действительно, 124 это крутая тачка, если найти ее, естественно, в хорошем состоянии. Спасибо, что смотрели очередную серию наших дешевок, а мы, получается, ищем следующую. Сказать жертву, наверное, будет слишком очевидным анонсом, хотя все мы знаем, чего вы ждете. Удачи вам всем и пока!